А вы бывали в местах массовой гибели людей? В одном из таких мест я побывал. Ребята, всем привет! Сейчас я уже подъезжаю к месту довольно-таки интересному своей историей, насколько мне удалось узнать из интернета. Находится оно в лесу. Это самый обычный, что ни на есть, пионерский лагерь. Но с такой историей, что на миг у вас появятся мурашки на коже. Заваривайте себе чего-нибудь поесть, попить. И приятного вам просмотра. А пока я иду вот по такой вот дороге сквозь лес. Погода просто меня радует. Все началось в далекие советские времена. За мной вы можете наблюдать подвесной мост. Я не просто так сюда пришел, не потому, что он красивый или там еще чего-либо. Нет, но в интернете я узнал. Когда-то давно по этой речке плавали детишки с этого лагеря. 120 человек. И каким-то образом эти 120 человек утонуло здесь. 120 детей. Это ужасно, ребят. Представьте себе. Помните, я вам сказал, что на секунду у вас будут мурашки? Это та самая секунда. 120 детей. Не знаю, что такое могло случиться, чтобы именно вот так вот 120 сразу. И насколько эта информация на самом деле правдивая, я тоже не могу вам утверждать. Может быть, это все байки и страшилки, которые я вычитал в интернете. Позади меня находится самый обычный корпус лагеря. Вы скажете, вы тогда, что там такого интересного? А я вам скажу, что там очень много интересного. А история этого лагеря не заканчивается только на том, что здесь погибло 120 детей. Что было после? Сейчас я вам расскажу и покажу. Итак, этот лагерь стал заброшенным либо из-за того случая несчастного, либо этот лагерь уже закрыли в начале 2000-х, а возможно он работал и позже. Если вы знаете про этот лагерь, обязательно напишите в комментариях. Так вот, лагерь стоит себе такой хорошенький, брошенный. Как же так? Как же так? Надо бы здесь сделать. Так бы сказали люди, которые занимались здесь после контрафактным алкоголем. Не знаю. Само собой, все это неофициально. Само собой, никто об этом не знал. Но здесь поменяли все окна на пластиковые. Здесь, на первом этаже, закрыли эти же самые пластиковые окна фанерами или что-то типа того, дабы нельзя было посветить фонариком и посмотреть, что там. Позади меня находятся остатки этого самого производства.
Как вы можете наблюдать, здесь лежат бутылки, а 5-литровые бака, по всей видимости, это был спирт. Может, технический спирт. Может, еще какой. Никто не знает. Вольные хлеба. Коробки абсолютно новые. Вот видите. Делюкс водка, понимаете. ООО Нурлатский ЛВЗ. Вот так. Дальше. Что вот здесь? Здесь, сами видите, куча коробок. Кизлярский коньячный завод. Как видите, там написано. Но сами понимаете, что никакого Кизлярского коньячного завода здесь не было. Вот так здесь все выглядит. Поддоны, на которых, видимо, привозили вот эти самые баклажки. Здесь чего только не было. Можете сами смотреть, что здесь разливали. Russian водку. Русскую водку СССР. А как вы думаете, в палаточках или в маленьких деревенских магазинчиках что продают? А ведь там никто не смотрит за качеством. Я извиняюсь, ребят, у меня петличка села. Здесь пробки. Каких хотите пробки? Финсков, понимаете? Это как Тинькофф, только Финсков. И вот так. Это все выглядит. Вот они, все эти пробки. Лежали в упаковках, в коробках, в пакетах. Вот так оно все здесь и лежит. Как видите, окна были закрытые, заколоченные, чтобы не было понятно, что здесь, собственно, происходит. Вот там тоже склад. Бутылки. Опять же пробки. Сейчас кто-то шуркнул. Вот так они в пакетах прямо лежали все. Там еще. Ну и вот это все здесь в этом хламе. Вот так ребята производят контрафакт. Вот в таких местах, якобы брошенных, но не брошенных. В итоге все это дело повязали, маски-шоу, все дела. Все это закрыли, всех посадили. И все закончилось. Представьте, сколько людей могли они угробить. Вернее, может, даже и угробили. Но суть не в этом. Все, что я скажу дальше, это лишь мои предположения. Потому что я сейчас вам покажу некий дом. И по всей видимости, я так считаю, что
Он был построен на выручку с этого контрафакта. Вот там находится корпус, где мы только что с вами были. Здесь вот такой вот красивый лес, такой красивый вид. И стоит вот такой одинокий дом. Похож на коттедж. Не знаю. Я еще раз повторюсь, я могу ошибаться. Почему он заброшен, я не знаю. Возможно, это был их же коттедж, который они строили. Их, в общем-то и целом, сами понимаете, закрыли, так скажем. И с этим всем делом закрылось и вот это. Вон там стоит беседка. Как видите, здесь следов вообще нет. Беседка. Вон там пруд. За этими плитами, за елочками там пруд. И здесь, собственно, внутри этого здания. И вот внутри этого здания вот такой вот камин. Большущий зал с большущим камином. Возможно, здесь хотели открыть китайскую медицину цигун. Вы понимаете, цигун должна была, походу, быть здесь китайская медицина. Возможно, я ошибаюсь. Видимо, лечить после того, как человек спился, китайской медицины нужно было. Иначе просто, никак. Сейчас я пойду на второй этаж, так что видите, как бы здесь я, видите, ошибся, что это коттедж. Скорее всего, здесь какой-то там медицинский центр должен был быть. Вряд ли он здесь был, здесь все не закончено, здесь все недоделанное. Стулья, видимо, для того, чтобы могли, не знаю, больные сидеть ждать своей очереди, в общем. Здесь очень, таки я вам скажу, все быстро хотели сделать, потому что здесь и мебель уже, вон, смотрите, всю привезли. Нужно было только ее собрать. И при этом, при всем, ни отделки, как видите, ничего нету. Давайте поднимемся еще выше, я вам покажу пентхаус. Как это говорится, последний этаж у дома. Пентхаус. Я не знаю, что здесь должно было быть. Но здесь есть выход на крышу. И все, и вот такая вот. Такое панорамное остекление. Кстати, вот это вот с этой стороны все целое. Все окна еще целые. А там все поразбивали. Ну, что сказать. Люди. Странные существа. Какие я могу сделать выводы? Какие вы можете сделать выводы? Если тоже хотите в этом поучаствовать, обязательно пишите комментарии. Смотрите, как я себе это представил. Кто-то, не будем называть кто, я понятия не имею кто, здесь обосновался и начал производить контрафакт. С этих денег построил, собственно, этот центр китайской медицины. И думал здесь заниматься еще и китайской медициной, а потом тот корпус переоборудовать в это же и так далее. Еще раз повторюсь, это чисто мое предположение, никаких доказательств этому нет. Это так я рассуждаю. Каждый может рассуждать как хочет на самом деле. Если хотите, чтобы я здесь погулял ночью с камерами ночного видения, обязательно поставьте лайк.
напишите как минимум по 2 комментария. Один про видос, а второй комментарий напишите «Хочу ночь». Итак, народ, наступила ночь. Как же здесь нафиг жутко, ночью-то. Сейчас мы с вами сходим к мосту, постоим там, в тишине посмотрим, послушаем. Я так думаю, что если это все произошло на реке, если это правда, по нему никто не ходил. Я не знаю, есть ли там дырки в нем, так как, ребята, так как занесено все снегом. Там дальше вижу свет. Видимо, поселение человеков. Блин, а он шатается так. Так, здесь... Что это? Какая-то гусеница. А, наверное, это собака какая-то. Так, давайте постоим. Вот я до середины дойду. Блин. Тихо. Я надеюсь, я не провалюсь здесь никуда. Вот. Та самая река. Тишина такая. Гробовая тишина. Здесь кто-нибудь есть? Фу, скажут, ты дурак, что ли? Нет здесь никого. Так, ладно. Нет, и, ребята, если что, это не факт, что... не факт... Что там светится? Не факт, что именно здесь, понимаете? Не факт, что именно вот под этим мостом или еще как-либо. На этой речке. Дети с этого лагеря. Просто в интернете написано, что мама рассказывала, понимаете? Что это было? Мама рассказывала. А как, насколько это правда, хрен его поймет. Ладно. Как здесь все капает.
Здесь у нас сгоревшее помещение какое-то. Прямо сильно сгоревшее. Это цоколь. Мы сейчас с вами поднимемся на тот этаж, где, собственно, производили контрафакт. Хотели увидеть, как здесь ночью? Чуть было сейчас. Мой пар? Мой пар? Что-то белое. Это, наверное, пар мой сорта. Проглючил меня тут. Вот, собственно, бутылки эти всякие 5-литровые из-под спирта, которые бодяжили. Здесь пробки, еще баклахи. Здесь это не пойми, какая комната. Тихо. Что было сейчас? Собака? Не собака. О, блин, нахрен, сука, ты долбаная. Ты что там нарисовали? А, да ну нахрен, как будто в окно кто-то заглядывает. О, блин. О. Черный круг. Это была столовая, еще когда это был лагерь.
Что это было? Господи, это на улице, что ли? Нет? На улице. Я уже думал, со мной тут общается. Мне кто-то стучит, блин. Жёванный крот. Опять кто-то пискнул. Вот, собственно, мы подходим к этому зданию. Сначала я подумал, что это чей-то таунхаус, блин. Пентхаус, не знаю. Короче, коттедж. Но, по всей видимости, это какие-то китайские оздоровительные, блин, центр. Кто смотрит стримы, тот знает это место. Отсюда был уже стрим. Собственно, камин. Там можно посидеть. Здесь комнаты. 2 этажа. Какие мои выводы? Вот я походил ночью. Жутко только потому, что ночь. Жутко потому, что нашел информацию такую в интернете по поводу того, что 120 детей здесь утонуло в речке. Каким образом, непонятно, конечно, но вот. Может, это все и в Ираке. Но я сейчас проведу несколько экспериментов. Я взял с собой ЭГФ и попробуем пообщаться. Пообщаться даже не только по ЭГФ. Если здесь кто-нибудь есть из мира духов, вы можете сказать что-нибудь в этот диктофон. Все, что угодно. Вы можете сказать что-нибудь в этот диктофон. Если здесь кто-нибудь есть из мира духов, вы можете сказать что-нибудь в этот диктофон.
Я только что выделил одну особенность здесь. Знаете, что такое белый шум? И когда сквозь белый шум слышится что-либо вам, человеку, неважно, то это и есть общение духов. Я пока сейчас слушал запись из диктофона. Я явно слышал здесь. Что за фигня, я не знаю. Слышно ли вам было? Да, наверное, нет. Ну, скорее всего, нет. Но именно эта теория про белый шум, мне кажется, вполне вероятность есть, что возможно услышать. Передается ли это через видео, не знаю. Но я слышал. И здесь что-то явно есть. Я приветствую вас. Пообщайтесь со мной. Скажите что-нибудь в этот диктофон. Я приветствую вас. Пообщайтесь со мной. Скажите что-нибудь в этот диктофон. Сука! Свет вырубился. Да твою мать, ты что так вечно, падла, меня подставляешь-то, а? Жопа ты, блин, с ручкой нахрен. Да? Чё за фигня? Чё за фигня? Ты чё? Алло? Все просто, все. Вот посмотрите, какой аккумулятор, и он все, сколько он проработал. 5 минут, 10. Что за фигня происходит? Сука! Свет вырубился. Ну твою мать, ты чё так вечно, падла, меня подставляешь-то, а? Посмотрите на эту рожу. Здесь кто-нибудь есть из мира мертвых? Пообщайтесь со мной на этих кубиках. Составьте слово. Здесь кто-нибудь есть из мира мертвых? Ответьте мне на этих кубиках. Составьте слово. Да или нет? Буква А вылетела сразу. Здесь кто-нибудь есть из потустороннего мира? Ответьте мне на этих кубиках. Ни хрена нет. Здесь нету ни хрена, ребят. Слушайте, сказок в интернете, конечно, полно. Каждому верить — это глупо. Еще раз пробую. Если нет, значит нет. Если здесь кто-нибудь есть из потустороннего мира, ответьте мне на этих кубиках, да или нет. Ты тут?
Вот такая вот история этого места, которая не подтвердилась. Нету здесь абсолютно ничего потустороннего. По крайней мере, пока. Ну, история про этих 120 детей, которые утонули в речке, мне кажется, это все враки и неправда. Но мое дело было проверить. Я это место проверил. Огромное спасибо, что посмотрели до этого момента. Вот да, ты, именно ты, прекрасный человек. Огромное спасибо, что подписан на канал. Не забудь поставить лайк. Хорошего тебе времени суток. Ну а я сейчас буду здесь делать прямой эфир. Всем удачи и всем пока.